Ну что, доброе утро. Утро началось как-то так, мы пришли позавтракать. Вот. Здорово, Костет. Слушай, а ты из календаря никакую случайно девочку не удалял вообще из Швейцарии, которая ко мне сегодня прилетела? А ты кто тебе писал из Швейцарии по поводу записи 2 дня подряд? Потому что ко мне Джерри приехал снимать сюжет, и мы сидели позавтракать, и звонит Тина и говорит, что, блядь, тебя ждет клиентка уже как час. Я говорю, блядь, ты серьезно? А у меня в календаре вообще никого нету. Из Швейцарии, да, девочка на 2 дня подряд. Да я сейчас приеду в студию, нахуй, и спрошу, блядь, ну это типа пиздец, ты угораешь, у меня завтра, блядь, съемка за кадр для фильма, еще Джерри приехал, блядь, снимать по студию, блядь, и у меня еще сеанс, блядь. Давай, сейчас я доеду, расскажу тебе, давай. Ну чё? Ну пиздец, что. Такие пирожки. Такси, позавтракал? Приятного аппетита, Евгений. Ёбаный рот, нахуй, блядь. А я еще дома специально не позавтракал, я ждал этого завтрака. Тату-бизнес, тату-бизнес. Тату-бизнес. Ну что, Приключения начинаются? сам говорит, чтобы они не закончились очень быстро вообще. Как тебе рестик вообще? Покушал вообще вкусно. Покушал, вкусненько. Ну, сейчас мы поедем тогда к нам на студию и покажем Фрукштук по-немецки. Фрюкштук по-немецки, да. Он вот так вот и По-берлински. выглядит. По-берлински он выглядит примерно так. Кстати, это сейчас жилой дом. Вассертанк, типа, как называется, водонапорная башня. Во время Второй мировой войны в подвале этого дома это был маленький концлагерь, и там убили 28 человек. Это настоящая правда. Сейчас там люди живут, кстати. Минутка истории от Стаса Громова. Кстати, гид, если что, записывайтесь на экскурсии. Пишите в личку. Начало восхитительного дня с восхитительным Стасом Громовым. Он бы, блядь, прям еще около двери встал, нахуй, чтобы он двери прям, бля, хуяк, нахуй, молодили его, блядь. Ты видел? Считает, нахуй, золотник, блядь. Ну что, ты шницель хочешь, что ли? Иди, ёбни его двери, нахуй, разочек, блядь. Доебался чисто до Бля, ну человека. он тоже нашел место, блядь, ебать, нихуя себе мелочь, что, блядь, пиздец, я ору, блядь. Блядь, идешь по Берлизу, гуляешь такой, ой, мужики, подустал, проголодался, сейчас шницель погрыз, короче, в карман опять положил, еще как шоколадно. Ванесса приехала из Швейцарии. Сегодня мы будем... Она делает себе подарок на 12-летие карьеры. И сегодня, да, мы будем соединять все это. Я думаю, что она хочет с пальцами. Кейс, я думаю, я подумаю завтра, как соединить, потому что мне нравится это место. Видишь, твое хорошее, как-то завязать надо. Неохота все делать черным. Ответь, пожалуйста, на вопрос, я думаю, который интересует вообще всех, кто на тебя подписан. Давай. Последние твои новые работы, буквы там есть или это просто орнамент? Слушай, ну я всегда, на самом деле, буквы всегда есть. Честно Но я скажу, имею в да. виду, что клиент закладывает идею надписи. Нет, люди вообще не спрашивают по поводу... В последние 2 года клиенты только спрашивают, я клиентов спрашиваю, что хочешь, потемнее или посветлее, и какое место. В прошлые выходные или в эти ко мне приезжал чувак из русскоговорящей из Амстердама, и мы писали буквы Love and Hate. Угу. Ну, мне по кайфу писать На пальцах? буквы. Нет, вот здесь на ляжках мы писали. Ну, короче, еще остались какие-то нотки леттеринга все-таки в твоем. Слушай, на самом деле я в работах всегда пишу. Ну, типа, понятно, что для меня, знаешь, это страсть. Я всегда что-то пишу, там какая-то буква однозначно есть. Нет просто супер абстрактных линий. Но очень часто встречается буква Д, Дмитрий. Все потому, что я Стас. Возможно, сегодня я тоже покажу вам букву Д. Ну вот видишь, как с ней произошло, что Ванесса сказала, что хочет чисто негатив, ей больше нравится негатив, не черный. Я потому что спросил, что тебе нравится больше, черный или негатив, она говорит негатив. И это круто, потому что на самом деле я хотел бы, вот, знаешь, это место как раз сохранить в негативе. Я сделаю тут что-то из черного, будет переходить в негативную часть, достаточно такую текущую, короче, прям. И чуть-чуть черненького сделаем на пальцах. Для меня реально, знаешь, прям большая страсть иногда соединять, использовать все эти, знаешь, свободные гэпчики. Прям нравится иногда вписывать. Вот вопрос к этому месту, конечно, тут не очень много. Вот, но в целом, я думаю, будет, прикольно. Дэшечка-то вот, да, просвечивает. Видишь, да? Вот она. Вот она родная. Вот она. Дмитрий, ты на месте? Дмитрий. А какой Дмитрий? А это уже вопрос. Видал, как работает? Угу.
Но у тебя заготовочки все равно есть какие-то в голове, или ты всегда прям Я flow просто, вот свободный? ты видишь, я прям здесь все придумал. Я потому что не знал, как это место соединить. Я сделал сюда негативный элемент, ты увидишь, а здесь я сделаю тень такой, и здесь опять будет негатив. Ну, я, короче, соединю, так прикольненько будет вообще. Там какая-то прям туда провалю в глубину. Да. Bro, just see, it's amazing, bro, just see this. Слушай, еще вопрос такой, вот, когда вот ты рисуешь большие проекты, ты дробишь как-то элементами, или у тебя все это один У большой меня в элемент? глазах дробится. В глазах дробится. Это какие-то типа как набор элементов, здесь один, или это все один сплошной огромный элемент? Нет, смотри, здесь как будет? У нас будет, если разбирать по элементам, то здесь будет массив такой негативный, который будет уходить. Видишь, у нас тут уже бэкграунд есть серый. Оно немножко будет тени, но я все равно добавлю контраста такого серьезного. И потом следующий элементик будет опять сверху сюда выходить. Ну, сегодня увидите чуть-чуть, если мы что-то успеем. Поэтому я очень часто использую этот эффект шахматного пирога в своих работах, дабы по слоям разбирать рукав. Даже как здесь. Смотри, как офигенно. Я прям реально, мне это нравится. Решение в этом случае, оно прикольно. Видишь? Бац. И тут дэшечка. Обещанная. Дмитрий Дмитриевич, он здесь. Пока мне все нравится, сейчас мы тут почистим чуть-чуть. Что-то слишком там много мусора. Сегодня я не особо уверен по поводу кисти. Я подготовлю небольшой эскизик, думаю, на планшете я так сфоткаю, и завтра мы прям реализуем. Потому что бывает, знаешь, иногда лупить, а бы да как бы что-то получится, это вообще не про меня. Я увидел у Ванессы футболку Bring the Horizon от, я думаю, попозже подснимешь, от бренда Chase. Они делали туровую офигенную футболку, очень крутая. Смотри, офигенная. Да, короче, это офигенная работа, очень крутая. Летом прошлого года подружка, одна моя бывшая концертный директор Фараона, приглашает меня на концерт в Берлине, Bring the Horizon. Я такой говорю, а ты что там делаешь? Она говорит, я сейчас концертный директор. Я такой думаю, о, круто, трали-вали. Она мне пишет, твой друг Джонти здесь. Я такой говорю, Джонти. Я познакомился с этим чуваком в Стамбуле в 22 году. Он снимал мою выставку в Стамбуле. Это профессиональный фотограф из Австралии. Я говорю, как вы, блядь, познакомились? Просто как? Ты работаешь в Bring the Horizon, чувак, ты в США работаешь, чувак из Австралии, как вы познакомились? Она говорит, это смешная история, я летел из Австралии куда-то там, и просто смотрю, он работает рядом, в соседнем кресле. Крутые работы. Чел, а тебе не нужна работа вообще? Одна концерт-директ, да, она просто им предложила работу, и они сидят, болтают, и он такой говорит, о, круто, ты знаешь этого чувака? И они, оказывается, оба знают меня, короче, я просто в ахуе был. И они меня пригласили на концерт, оба как бы вот. Просто охуеваешь от того, что мир тебе кажется таким большим, а он такой маленький на самом деле. Это охуенно круто. Громов, Connection People. Громов, Connection People. Грейвоши юзаешь? Да. Кстати, сейчас Сам миксуешь? миксую сам, вот, использую, да, здесь. Я миксую, знаешь, я не считаю капли, просто на глаз, примерно так чуть-чуть. Мне потому что без разницы, насколько это будет черно или светло, но мне, конечно, не надо черный использовать в работе, но... А ты вообще будешь работу без черного делать полностью? Нет, я буду использовать черный однозначно, я, знаешь, там для глубины какие-то там точки буду прям очень черными делать, чтобы сохранить контраст. В процессе ты каждый раз что-то там придумываешь, постоянно что-то выстраиваешь и пытаешься найти, знаешь, вот эту золотую середину в работе. Я думаю, что, наверное, каждый тату-мастер пытается, знаешь, это процесс. Ты что-то хочешь сделать лучше, better and better. Every time. Ну что, Стас, поговорим о наболевшем. Да. Как тебе в Германии живется вообще? Слушай, в целом заебись. Ты здесь сколько уже? Я уже календарный 3-й год идет, а так 2-й. А по какому календарю 3-й, а по какому 2-й? По лунному или по китайскому? По китайскому. Ну, типа, я сюда приехал в 22-м году, сейчас 24-й год. То есть 1 год я полный прожил, по сути, но так 3 года. Я думаю, что для кого не секрет, что всякие бюрократические проволочки, много нового. Но на самом деле, конечно же, мне по кайфу, потому что это моя большая мечта. Мечта идиота сбылась, я живу здесь, я кайфую от того, что здесь происходит. Нахожусь в этой среде.
Как я уже сказал, не без нюансов, когда ты в любую другую страну переезжаешь, так же, как я в Турцию успел там пожить чуть-чуть, знаешь. Когда я говорю про Германию, я говорю исключительно про Берлин. Потому что ты вот живешь в Гамбурге, и ты понимаешь, как вайб Берлина отличается от того же Гамбурга. Я вот приезжал... Мюнхен и Кёльн вообще. Мюнхен, да, более разные консервативный. Берлин — это более свободный город. У меня есть там страсть к искусству, там, да, к модерн-арту. Здесь огромное количество выставок каждую неделю. Какое количество галерей я здесь прошел, просто что я увидел, что мои глаза увидели, когда я там путешествовал активно, там в Англии там, или в других городах Европы, такого нету. Очень сильно тянет сюда большое количество креативной молодежи в плане арт-индустрии. Здесь очень хорошее подспорье есть, очень здоровый рынок. Как я уже говорил, когда ты живешь там где-то в постсоветском пространстве, ты думаешь, я там, блядь, охуевший ебаться, кувыркаться, сюда приезжаешь, тут у тебя отрезвитель начинается в плане арта вообще серьезный. Ну, потому что здесь, блядь, в кого не плюнь, блядь, супер креативный, супер классный. И знаешь, как в Питере есть город мечтателей, был город творцов. Ну, там все творцы. Здесь реально люди, блядь, все стараются реально что-то делать, очень круто, причем порой делают. Город, который тебя в целом вдохновляет. Это мощный город с большой энергетикой, с большим творческим потенциалом. Он финансово не такой богатый, тот же самый Франкфурт сравнить. Но пока мне здесь нравится, не исключаю, я не говорю, что я здесь буду жить перманентно, постоянно. Вот. Что я хочу оставаться. Я еще много где не был, мне надо путешествовать, посмотреть, я думаю. Как и всем нам. Вот. И потом посмотрим. Let's see. Под шумок уже Под закончил? шумок и процарапал все, да. Ну, смотри, уже все заканчивает почти. Ну нет, я сейчас, видишь, водичкой сделал как раз полосочки. А завтра здесь я такой бац и соединю все это дело. Should we do some pictures? Maybe with the arm in your chest a little bit? Now? Yeah? Ой. 5 minutes, yeah? Yeah, let's go, let's do it. Nice idea, Felix, thank you. Вот, смотри, как это работает круто. Он доделал проект, и мы сейчас сделаем прикольную фоточку. Как раз и подснимем, я покажу как раз вам свежий проект, который мы еще, я скажем, официально я не презентовал, потому что не законченный. У меня много работ есть, которые я делал. Я клиентам своим очень часто объясняю, что я считаю, что этот проект не закончен, я его, значит, не запущу от себя никогда вообще. Вот. Ну, потому что у меня определенный, я думаю, как у нас, у каждого артиста есть взгляд в плане законченности какой-то целостности работы. Но мы так ширму приоткроем сегодня немного и покажем. За время своих больших масштабных проектов Full Body есть? Full Body Suit? Нет. У меня есть в процессе, так скажем. Вот. Это девочка вот ты выкладываешь? Да, за которой меня залочили. А, тебя заблочили, да, за нее? Ну, да, сразу страйк. Страйков мне вообще в прошлом октябре прилетело, я от них только отмахивался, блядь. Посты не восстановили, некоторые пришлось удалить. Мы с Носом обсуждали, у нее тоже достаточно такой контент, скажем, kind of. Хотя там ничего такого нет, девочка сидит на кровати, там никаких ни сисек, ничего, ни жоп не видно, просто сидит человек. Алгоритмы, знаешь, они как бы сейчас AI все. Они без разбора хуярят, а потом приходится. Он, мне кажется, до сих пор в Shadowban, если честно. А что ты, какими иголками пользуешься? Ну, сейчас я работаю, да, Шаеном. Мне как бы также я продолжаю работать и Envy у меня есть. У меня недавно как раз был очень забавный случай от бренда Эмала называется бренд, они мне предложили, они очень сильно доебались. Ответь, я ответил, короче, им. Значит, они предлагают мне спонсорский пакет, я говорю, ну все, присылайте мне иглы. Я жду, тест-пак мне вот таких. Они говорят, да, без проблем, адрес пришли вот сюда, да. Следующий пишет, слушай, но мы из Китая будет идти далеко, давай тогда ты сейчас купишь вот у него с дисконтом, а потом мы тебе это компенсируем. Я говорю, чел, вот у меня такое же лицо было, типа, чё нахуй? Я говорю, это тест-пак, я должен попробовать, я, блядь, уже потрачу деньги. Кто мне нахуй будет компенсировать, если они мне нахуй не понравятся вообще? Ребят, чтобы вы я жду, понимали, пока ты макать будешь. У меня машинка, да, я забыл машинку зарядить, короче, да. Ну вот, смотри. Никогда не повторяйся этого. Это незаконно, в Германии тем более. Только лайфхак. Опа. Пошла возня. Сейчас как бы сеанс происходит, которого как бы в календаре вообще не запланировано было. А человек, тем не менее, на 2 дня из Швейцарии прилетел. Завтра что будет? Я хуй его
знает. Ну что, Стасон, расскажи пару вот самых курьезных историй из твоей карьеры татуировочной, самых вот, которые тебе запомнились таких. Блять, каждый день какая-то хуйня. Я тебе как-то рассказывал историю про Confuse, который получился опять с недопониманием моего ассистента. Я не считаю, что это смешная история, но это просто история. 6 дней, 6 сеансов. Мне ассистент записал на 3 дня, и когда я чуть не закурил. Ну просто да, у меня приехали клиенты с разных стран в один день. То есть я пришел на сеанс, а у меня 2 уже ждут. И я такой сижу уже, я уже как бы в ахуе, я сижу вместе с ними и думаю, как мне, блядь, ну, разъебаться. Но 2 клиента я уже проходил, и это хотя бы там, блядь. У меня был случай, когда девчонка из Нью-Йорка прилетела на шею, и из Лондона прилетела девочка тоже на шею. И я начал одну шею с утра до 8, и после 8 я начал вторую шею делать до 3 часов ночи. И так 2 дня вот. подряд. И так 2 дня подряд, да. К 3 человекам как бы моя жопа была не готова вообще. Не натренированы. Да. Такое мы не проходили, и в школе тоже нам это не объясняли, как вообще с этим жить. Я сижу на диване, думаю, как мне разъебаться с этой хуйней, и приходит еще 3-й чувак, спрашивает администратора. А я громко на сеанс, я думаю, ёбаный рот, а ты нахуй откуда вообще нарисовался? Типа, блядь, просто, блядь, откуда? Чувак долго планировал эту татуировку, готовился, он делал полностью всю шею и голову. Я ему объяснил, что, чел, ситуация вообще очень страшная для тебя и для меня вообще, и для нас в целом вот эти вот. Я говорю, сие господа вообще, один из Испании, там один еще откуда-то, короче. Ты единственный, кто из Берлина, я говорю, просто челом в пол бью, говорю, будь добр, ну давай подвинем сеанс вообще. А с остальными, второй из Польши был. И они все сидят, они понимают, что ситуация хуевая. Ну что, хуй знает вообще, как это все. Ничего, опять начал, да, 1 доделал, 8 начал потом. И так 3 дня подряд как бы. Слушай, а супер смешных, ну для меня это смешная ситуация, я хуй знает. У каждого юмор свой, конечно. Что ты думаешь вообще в последнее время, на твой взгляд, индустрия поменялась? Ну вот, на мой взгляд, она скакнула очень сильно вперед. 5 лет назад, да 10, давай возьмем 10, когда вот я начинал делать татуировки, я назвать индустрией это не мог. Сейчас, я думаю, что ты не можешь со мной не согласиться, что это на данный момент сегодня, это, блядь, реальная индустрия. Объемы производств, объемы производителей, количество брендов, как, блядь, машинка, ты помнишь, какими машинками мы начинали, что сейчас я держу в руке. Просто положил, она выключилась, взял, она включилась. Осталась та же самая сила, блядь, просто в машинке. Все одноразовое, все удобное, как ручка рисую, короче. Я лично уже давно не слежу за какими-то новинками. Их такое количество, что, знаешь, что это реальная индустрия уже просто. А как ты думаешь, что на это повлияло очень сильно? Социал-медиа вообще в целом, однозначно это Instagram, Facebook, TikTok, все это мир, он ускорился пиздец, как вообще. AI, опять же, ты используешь? Нет? Я, да, использую. А ты Серьезно? используешь? Да. Нет, а мне для чего вообще? Да. Я использовал ее в 2022 году на выставке, как раз в Стамбуле я использовал. Я там делал 15 работ, было, типа, называлась «Моя семья», которую я тогда еще использовал. Dalje такая сеть. Ну, это, типа, знаешь, тогда это был прям реальный эксперимент, и я такой думал, что это круто. Я тогда просто обучал ее делать татуировки на лице. Тогда нейросеть была настолько деревянной, что результат был такой, он меня пиздец. Знаешь, я прям вижу, такой думаю, бля, это охуенно. А есть что-то вот из нововведений, там, девайсов, ты из которых кайфанул и начал использовать? Пожалуйста. Беспроводные девайсы. Просто беспроводной пен. Мой друг Феликс использует постоянно машинку Thunder, я решил попробовать ее. Просто, блядь, для себя, мне интересно было. Хочу сказать, да, это интересная машинка, неплохая, но я все-таки работаю ей. Она мне понравилась, но я просто, блядь, взял этот блок, я угорал, я всех заебал на студии, блядь. Это просто, знаешь, взял вот этот блок шаеновский, там, как будто я, блядь, взял из 90-х или 80-х что-то. Видик. Видик, да, блядь, видеодвойку, блядь. Вот эту огромную, блядь, пустую, супер уебищную коробку, блядь, с дизайном супер... Бля, я не знаю, кто это такую хуйню придумал. И ты ее берешь, она пустая, блядь, внутри. Просто она вот такая вот, блядь, такой ящик у тебя на столе пустой стоит. И провода, вот эта машинка бесформенная. Короче, эргономика 0, нахуй, практичность 0.
И знаешь, для меня это было, как будто я, блядь, назад куда-то сделал шаг такой, блядь, ну просто, блядь, ну взял Дэнди поиграть, понял? Вот это такое же ощущение. Оно типа работает, ну типа вроде бы прикольно, ага, весело, да, работает, Ну, но на постоянке. не хочу. Зачем? Вот. Че, очки себе будешь брать? Vision? Татуировать в них сидеть? Мы только, блядь, они вышли, мы с чуваком прикинули, что, блядь, будет пиздато. Просто вот даже реалист, мне нахуй это не надо, я с телом работаю, блядь. Но реалистом будет прикольно, прикинь, тебе не надо эскиз, он у тебя просто на коже проецируется. Но пока, я думаю, знаешь, это мы стоим только у зачатков всей этой VR-истории вообще полностью. Я думаю, по-любому какие-то плагины сделают, когда оно все будет, знаешь, еще привязывается к форме тела, там лидар-сканеры интегрируют туда, которые будут сканировать тело, и интегрировать прям картинку по ней, тогда это будет с привязками, знаешь, с каким-то там крестик поставил, она у тебя сразу будет привязываться, случился, бац, у тебя привязка есть. Это будет охуенно, это будет очень круто. Меня же до дрожи пробирает иногда внутри осознание того, что я застал, блядь, это. Реально. Кибертреки, электронные машины. Я тебе отвечаю, мы, блядь, в нашей жизни, как говорится, дай бог, мы, блядь, увидим нахуй летающие машины. Отвечаю, это, блядь, уже прям... есть же, ты видел? Уже Есть, ну есть, но это прям, блядь, говорю, это все уже прям вот, блядь, вот здесь. Хорошо, тогда как ты думаешь, давай пофантазируем немного. Вот ты говоришь, беспроводной пен как бы был следующий этап после индукции были роторы, потом после роторов были беспроводные. Чё, там, куда дальше изъебываться? Да. Куда мы дальше пойдем? Как вот просто пофантазируем, что ты думаешь? Я думаю, что может какие-то Bluetooth настройки, синхронизации более плотные с телефоном. Единственное, что под какого-то клиента. Иногда, вот, например, мы даже с моим коллегом Ностату обсуждали, что для него очень важно, он взял Шаен попробовать, и там вот этот вот регулятор без цифр, для него это очень неудобно, потому что он говорит, я для определенных теней с определенным клиентом использую определенный вольтаж. А вот в этой вот в последней машине вот эти вот, мне надо видеть цифры и комплектацию игр. Это профессионализм, это нормально, когда ты понимаешь, каким инструментом ты работаешь, какой группой игл. Что от него ожидать, да? Что от него ожидать, а вот это вот, как говорится, дрочь, вот эти танцы, они говорят, это не по мне, и я его прекрасно понимаю. Строук тот же самый, хотя и сейчас меняется, я думаю, все просто будет оптимизироваться, мощность в машинах будет увеличиваться, аккумуляторы будут меняться. Я, видишь, я не заряженной машинкой, блядь, работаю везде, я один раз поставил при тебе. I love it. It's just amazing. Yeah, and also the movement. I love the dynamic. The dynamic is so, wow. Бля, вот из-за этого я и люблю свою работу. Бля, я реально кайфую, смотри, какой флоу.